Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ китайская ВЗ-131 GFT 6 левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот. Кустовая ПТ. Почему кустовая? А потому что мы даже не пойдем смотреть бронирование. У нас броня корпуса 35 спереди, по бокам по 20. И поэтому она что там смотреть? Нечего там смотреть. Брони нету от слова совсем. Давайте мы лучше поглядим основные модули. У нас две пушки 7 уровня. Давайте мы их обе откроем. Глянем быстренько, а что такое за разница у нас. Здесь альфа 250 выше. Бронепробитие выше. Причем прилично. Особенно голде 241. Да? Заряжается пушка, правда, почти в 2 раза дольше. Но зато 250. Круто, да? 1875 ДПМ, точность у нас одинаковая, но время сведения на топовые пушки, кстати, похуже будет. Вот. Но, если хотите поменьше тратить голды и играть больше на обычных снарядах, не голдовых, то вам, безусловно, нужна топовая пушка. По рации у нас такой разрыв 525 метров и аж целых 600. Даже не знаю, стоит ли вам качать. Смотрите на свое усмотрение. Разница небольшая. По поводу двигателя. 300 лошадей. Здесь у нас 430. Ставите топовый движок. Реально чувствуете прям улучшение по подвижности. Процентов там 17-15 точно прибавит. Вот. По топовой ходовой ВПТ-САУ будете где-то там в засаде крутиться, поэтому нужно качать. 45 градусов в секунду поворачиваем, здесь 40 на 5 градусов, а это много. По полевой модернизации давайте мы тоже качнем, у нас тут есть опыт. Значит, во втором блоке к сохранению набранной скорости, круто, скорость поворот ходовой, в принципе, сохранение набранной скорости, прочность ходовой. Поскольку мы кустовые товарищи, рекомендую ставить именно вот этот момент во втором блоке. В четвертом блоке к скорости сведения, к точности открываем 2.01, 0.34. Блин, либо ничего не качал, либо, может быть, кстати, улучшил бы 2.11 точность, да, однозначно. В пятом блоке к обзору у нас и незаметности после выстрела, поскольку мы кустовые, а оборудование я рекомендую поставить сюда стереотрубы, тогда ставим настройку инжектора. Вот. По оборудованию покатал я на этой ПТ-САУ там разные вариации оборудования, и мне зашла наибольше вот такая. В основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, ставите досыл, всегда, на нее всегда. Ставите улучшенные прицелы, ставите стереотрубы. Получается просто офигенная must-have сборочка. По снарядам у нас ББХ летит 900, голда аж 1125. Кайф стрелять по подвижным целям. Просто все суперски. По снаряжению ремка, аптечка, доп. Паёк, экипаж 4 члена экипажа. Вот, я, как всегда, не переобучал. За голду на эту машину для обзора поставил доп. Паёк, чтобы минимизировать, так сказать, потери непереобученного экипажа. А перки вы сейчас видите в таблице на экране. Качаете, как показано там. По огневой мощи у нас по пушкам, по сути это, опять же, советская ПТ-САУ, доработанная напильником китайцами, по ленд-лизу, скажем так. Вот, и что? Нет у нас УВН минус 5, и это полное говно. По ХП 620, по мобильности 50 вперед, 18 назад, 21 лошадей на тонну. Кстати, очень подвижная штука, можно играть, комфортно играть. У нас 45% незамет неподвижной машины, почти 30 движений. Вот, по обзору 419 метров, и у нас штраф 37. Вот, так бы было бы там 450 метров, что вполне себе. Вот, по плюсам и минусам данной ПТ-САУ. У нас нет брони, это минус. У нас хорошая подвижность, это плюс. Мы, в принципе, маленькая, невысокая ПТ, это тоже плюс. Брони нет, я уже сказал, минус, что делать. По пушке хорошее пробитие, неплохое, в принципе, все равно КД. К альфе привязывается, но у нас нету УВН, это жесткий минус. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, как данная кустовая ПТ-САУ играет в современном рендере. Погнали.
Так, попали на провинцию. У нас обзор боем ПТСАУ китайский 6 уровня ВЗ-131 GFT. 6 левел. Проходная прокачиваемая ветка. Так. Сейчас проверим эту ПТшечку. Да. Блин, подвижность у нас была бы колоссальной. Переехали. Может, переехать? Медленно, но уверенно. К врагам поближе. Что-то не хочется в дефи играть. Я-то люблю активную игру. Че приуныли, тупорезы? Думали, работы лишились, да? Пока я с вами, такого не Да случится, поехали. понятно? Нормально. Не ЛТ, но едем. Молодец, Александр еще Родионович подтолкни, Бородач. будет хорошо. Марамойка пришла не одна, а с Арменом. Так. Хорошо, засветим. Вот вам и рука. Так. Так. Молодец, молодец. Так. Эх, промазали. Нет, так щель заложить. Такое себе. Квасочек едет вперед. Я тогда достал свою морковку и дал ему морковку. Ну теперь не я вас буду Нормально. бить, теперь вас ток будет бить, понятно? Ахиллес едет. Куда едем?
Так. Вот тут поломали? Это тебе сюрприз. А чё это я даже не светился? Странность какая-то в бою. Ты нарик ты, что ли? Преступление раскрыто. Да. Вангар. Там и базота еще. Сколько всего вкусного. Я тогда Да достал я. свою морковку и дал ему морковку. Вангар. Молодец ты. Я тебе поздравляю. Так, косарь 600 насрали. Что, в принципе-то неплохо. Так. Так. Это Шкода там неприятный товарищ. Так, что они Шкоду забили? Забили. Ну и Шкода забила нашего. Пора идти в рискованную атаку. Какой коньяк? Я не в курсе, ребят. Тормозни чуть-чуть. Все, привет. Теперь вы все уроды, а я олигарх. Он меня даже не пробил. Где-то сушечка стоит. Вопрос где? Че, 2К высрали? Высрали. На 6-м левеле. Армян из Чебуречной. Борьба идет, это хорошо, борьба. Получилось! Нормально, 5 фрагов, 2330 урона, 325 на свет, итого 2600 суммы. Для 5-го уровня сойдет. Да, обычная ПТХ, ничего сверху выдающегося, вот даже КВ-2 не пробил. Как это не смешно, хотя должна была эта фигня огромная пробить мою маленькую ПТшечку.
Так, итого, что мы имеем? 5 фрагов, 2330, да, и на свет у нас еще 325. Сойдет. Сойдет. А в целом, все равно это все-таки, ну, прям реально кустовая история. Явно не раш вперед, у нас нет поворотной башни, играть от корпуса приходится. Вот, ребят, пишите, если у кого в ангаре такая ПТ, какое вы используете оборудование, как она вам в целом. Я не буду ей ставить все равно, даже при таком раскладе боя, 4, 3 с плюсом, потому что этот класс ПТ, вот такого рода ПТ, когда кустовая, ну, нет брони, играешь только за спинами союзников, мне этот геймплей не очень сильно нравится, мне нравится активный бой. Поэтому 3 с плюсом, в принципе, вот только это мое личное. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.